Самые преданные поклонники Need for Speed играли, или хотя бы пытались поиграть во все серии этой франшизы. Если заглянуть в Need for Speed Wiki, то можно приметить кое-что интересное из реальных фактов этой игры. К примеру, можно отнести протагонисты, антагонисты, автомобили, трассы и так далее. Меня заинтересовала именно категория персонажей. Перед запуском всегда выручал. Я посмотрел и немного прифигел, увидев разнообразие тачек. Ведь тут есть как машины главных героев, так и ботов. А еще некоторые создают машины вообще из других частей или даже из фильмов. Но это уже совсем другая история. Но во всех этих случаях возникает главный вопрос. Как их сделать? Я посмотрел в YouTube гайды на постройки популярных тачек и нашел совсем немного. Всего-то Mitsubishi и Nissan Melissa, да Nissan Эдди. Хотя в самой глубинке я находил даже Nissan Rhino Курьер. Не должен быть Купер, а не Курьер. Хотя в самой глубинке я находил даже Nissan Rhino Купера из второго Underground. Но это я находил больше как картинку. А если находил, то только с модами, без которых обычному игроку, ни разу не пользующийся модами, невозможно будет сделать. Мои предыдущие два видео, ссылки на которые будут в описании, попадают под категорию How to без модов. А раз вы больше проголосовали за эту рубрику, тогда давайте приступим. Возьмем на первый раз 3 авто, все же это пилотный выпуск как-никак. Первое, чью машину я сейчас построю, машина Эдди. Эдди можно встретить в конце игры. Кто играл в Need for Speed Underground, те поймут прикол. Не вижу сейчас смысла продлевать время. Погнали создавать прямо сейчас. Музон, пожалуйста. Мое субъективное мнение о том, как рулится машина Эдди на моих настройках. Рулится она довольно неплохо. Если немного привыкнуть, то можно создавать прям идеальный поворот в дрифте прямо во время гонки. Так что в следующий раз я обязательно покажу свои настройки в стиле шортса. Следующая машина — это машина Райана Купера, то бишь Honda Integra Type R. Именно с ней будет интересно погоняться. Это же топ за свои деньги. Поэтому погнали создавать музыку в студию. Я вот смотрю, звук мотора хороший, но управление, оно ужасно, бомбезное. Оно даже лучше, чем у Эдди.
А на моих настройках она управляется прям грандиозно. Если присмотреться к моему геймплею, то можно заметить, как я прекрасно маневрирую. В общем, эта машина явно стоит вашего внимания. Оттого тюнингуйте, запускайте на дорогу и гоняйте сколько угодно. А мы переходим к последней машине. Последняя машина, с которой я мучился аж до 3 ночи. А именно час. Мучился так, как хотел, чтобы она была вылитой копией, но произошли некие проблемы. И это Honda Civic TJ. Почему же я изначально сказал не Samantha, а TJ? Дело в том, что в игре нет похожих аппликаций, оттого и создал Junkman версию. Это стоит ваших лайков и подписок, ибо, как говорят, ваш актив – это поддержка автора канала. Вот вам следующий футаж создания машины собственной песни. Последний раз скажу, что это мое субъективное мнение, а потом я буду вставлять текст с предупреждением о том, что это мое субъективное мнение. Честно сказать, для меня Honda Civic странная машина. Прошел трассу на full тюнинге, она мне от слова совсем не понравилась. Прошел со своими настройками, более-менее. И вот вам к тому пример. Взгляните, слева абсолютно полный тюнинг, не считая тормоза, ибо он нужен только для торможения. А справа мои настройки. Как можно заметить, есть две разницы. Первое, то что не удастся взять и пройти поворот немножко боком. А второе, то что именно в моменте с туннелем тебя начнет жестко заносить. Поэтому я и решил взять свои настройки. Конечно, ничего не хочу сказать, но Honda Civic не самая лучшая машина. Лучше взять тот же Skyline. Или же ту же самую Integra. Она будет в 2 раза лучше. Кстати говоря, что тут? Что тут? При настройках «Отключите зрителей» голоса зрителей все еще есть. Куда вы смотрели, разработчики? Зачем вы так спешили? Вы думали, это все? Наивные, конечно же, вы. Просто взгляните, какой пейзаж. Я сейчас в Сан-Франциско живу. Всё, достал, давай, вырубай уже, реально. Сколько можно, а? Батарея скоро разрядится, да и мою фотопленку жираешь много. Свалил быстро отсюда. Ладно. Ну, дядины. Спасибо, что предоставили. Вот, как говорится, я и дома, а это значит, пришла пора прощаться. С вами был Терап, а меня заменяет мой ассистент. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Переходите в мой Discord сервер, чтобы не пропускать новогодние ивенты, а также залетайте в мой Twitch, чтобы вместе повеселиться. See you next time.